Dear Diary, here's a poem. From the light in my window, he can see into me, but I cannot see him until he is close, breathing, with a smile at my window. He comes to take me, turn me round and round. Come out and play, come play. Lie still, lie still, lie still. Little rhymes and little songs, pieces of the forest in my hair and clothes. Sometimes I see him near me when I know he can't be there. Sometimes I feel him near me and I know it is something just to bear. When I call out, no one can hear me. When I whisper, he thinks the message is for him only. My little voice inside my throat. I always think there must be something that I've done or something I can do, but no one comes to help. He says, a little girl like you. Je suis d'accord pour le cinéma, pour le rock, le twist ou le cha-cha. Je suis d'accord pour tout ce que tu voudras, mais ne compte pas sur moi pour aller chez toi. Dans la rue, si nous nous promenons, je suis d'accord pour de longues stations. Tu peux me faire mille propositions, mais ne me demande pas d'aller chez toi. На часах 6:55, а у меня не получается унять сердцебиение. Вспомнить бы, каким был мой первый вздох. Исправить бы все, что случилось после. А вместо этого я пытаюсь медитировать, следуя техникам каких-то проходимцев, осмеливающихся утверждать, что все ответы нужно искать внутри себя. Представь лес. Представь пещеру. Приглядись. Представь себе тотемное животное. Задавай вопросы. Слушай ответы. Я попыталась, но пещера вызывает у меня клаустрофобию, а вокруг слишком много огромных деревьев, да к тому же неестественно зеленого цвета. И ни плодов на них, ни шороха. Птица с черным клювом не отвечает ни на один мой вопрос. Только вода журчит. Никто не следит за временем. Мы с ней одни. Она по-прежнему не отвечает. Кажется, я не слишком-то ее интересую, пускай она тут и ради меня. Мы по-прежнему молчим. Выхожу из номера и иду на ужин, чтобы хоть как-то развеяться. Знать ничего не хочу о заслугах, по которым воздастся. Думаю, я запиваю ибупрофен розе. Официантам приходится быть предупредительными. Они услужливо скачут или безят, всячески унижаясь. Все в красном. И нет такого огня, чтобы защитил ни их, ни меня. Их улыбки будто сделаны из пластмассы. Да. Моя тоже. От любого проявления одиночества я становлюсь в каком-то смысле сентиментальной. Я мечусь, чувствую себя обезличенной в этом искусственном свете, от которого перед глазами проплывают спутанные видения. Я путаюсь. Как путается все в этих нечестных, непропорциональных контейнерах. Я пишу на последней чистой странице дневника, который взяла с собой. Я обращаюсь к самой себе, я молюсь себе. Нечто вроде выдуманного божества. Я пишу о себе самой в первом, втором и третьем лице разом. Как в бреду высасывается жемчужина из моего живота. Она еще тут. Еще тут. А я никогда не научусь. Ты всего лишь чертова смертная. Недостаточно питаться небом и снегом, метаться, забывая свой запах, пока он сжимает мне глотку.
Старые металлические статуи окисляются, потому что на них больше никто не смотрит. Недостаточно питаться небом, забывая о шрамах на шее и железной хватке, пока из его рта струится тонкая нить кровавого цвета, словно капли грима плачущего клоуна, непрерывная струя крови и крошечные жемчужины, всасываемые окровавленными железками. Пускай так, пускай. Утренняя звезда воссоединилась со стихиями, чтобы отказаться от желаний и оказаться где подальше от железок, высасывающих окровавленные жемчужины. Penserais que ça signifie que tu ne m'aimes pas comme tu le prétends et que bien souvent vous savez Prometto che mi rapirò, mi porterò al cinema e la mia droga non mi può far male, non abbiamo altro, non abbiamo scelta noi bambini. В подходит к этому вопросу со странным, неприменимым к жизни систематизмом. Мне же просто хочется уснуть, но нервы не дают покоя. Теряю равновесие. Прощай, жемчужина. Сейчас и меня засосет в океан химических веществ и искусственного белого света, от которого голова идет кругом. Смысле я в этом, я бы объяснила тебе весь процесс. Если честно, я боюсь. Не за тебя, за себя. Ясное дело, тебе не о чем переживать. У тебя и времени-то на это не будет. Ты навсегда останешься в третьем лице. После ужина выхожу из отеля, включаю Ника Кейва и сажусь на скамейку неподалеку от автобусной остановки этого города-призрака. Растения и статуи кажутся причудливыми обманками, придуманными для ненасытных туристов. Им мало чудес, которые творит вода. Им подавай вечные строительные работы с их красивыми крепкими пластмассками кислотно-рыжего цвета. Интересно, вешался ли тут кто-нибудь когда-нибудь на этих кислотно-рыжих пластмасках? Таких притягательных, таких модных, таких крепких. Я бы записала произошедшее черной ручкой, прямо здесь, в этом призрачном пузыре. Но, кажется, никто сегодня вечером не собирается сводить счеты с жизнью. Продолжаю засыпать жемчужину вопросами. Не отвечает. Без сил я возвращаюсь в номер и ложусь на кровать. Закрываю глаза. tu m'as menti. Je suis d'accord, ensemble on est heureux, je suis d'accord. On fait de notre mieux, ça peut durer peut-être un mois ou deux.
Тело непрерывно трепещет, не в силах остановиться. Она в белой сорочке, в бесконечно белом коридоре, со ступнями, которые не касаются земли. Ее тащат назад, за двери, за стекла, за стены, будто бы и нет их. И ничего не стоит у нее на пути. Со стороны ее можно принять за призрака, засосанного источником. Конечная точка неизвестна. В ушах звенит все громче и громче. Она закрывает глаза. Ослепительный транзисторный бок приближается к трепыхающемуся телу и через сны других людей показывает ее неминуемую смерть в бездонном белом коридоре. Она слышит звук шагов, все ближе и ближе. Шаги, которые по божественному вмешательству остановят непрерывное движение. Ноги касаются земли. «Теперь я могу спрятаться», — говорит она, но в бездонном белом коридоре негде укрыться. Равномерное дыхание. Ослепительный транзисторный бок обманчивого привидения, беспрестанно расточительный на сомнительные сигналы, устраивает фарсы для лизергиновых чудищ. Наконец она может открыть глаза и сделать выбор. Все этого ждут. Никого этим не удивить. Процедура начинается. Обнаженная, под наркозом, но в сознании, она лежит в полутемной комнате, насилуемая механическими приборами, вызывающими судороги. Она молчит, не жалуется. Когда все заканчивается, она одевается и возвращается домой. Потерянную кровь она собирает в стеклянный пузырь. Внутри этого овального мира все будто бы намного меньше. Она не сознается, но продолжает истекать кровью. Дома и памятники слеплены так, чтобы образовывать единое целое, подогнанное по окружности. Кожа провисает, портится, расходится, рана не заживает. Торчат механические приборы. Снова металл, никуда не деться. Металлическая часть тела, зараза. Кожа, плоть и металл. Еще. Кожа, плоть и металл. Эксперимент заброшен на полпути в полутемной комнате. Безымянная пытка, безымянные палачи, безымянный предмет, потерявшийся в овале. D'aller chez toi. Я вздрагиваю, когда солнце будит меня, делая больно глазам. Выхожу на террасу выкурить сигарету и, качаясь на старом стуле, наблюдаю за видом, пытаясь балансировать между сном и бодростью. Я думаю о волнах, которые не меняют своего движения даже во время войны, об акулах, питающихся ничего не подозревающими мучениками, имен которых никто и не вспомнит, и, наконец, о небе, которое воссоединяет то, что разделило море, о земле, где каждый антихрист, рожденный смертным, является собой крайнюю развращенность плоти. Новые божества-подстрекатели, новые пластические материалы, пресвятые вверх тормашками, созданные по образу и подобию того, кого они отвергают. Материал для откровенного фрейдизма. Я думаю о врагах, которые на самом деле и не враги вовсе. А П, который рассказывает детские стишки и вообще очень мил, но не понимает метафор. А К, который скуривает все мои галуазы. Они не слушают меня, когда я повторяю «Pardonnez-moi, господа, не хочу вас беспокоить», но я чувствую, что вот-вот исчезну. Pronto? Ciao, sono io, scusami. Alla fine mi fanno fare il doppio turno e Va bene. non ne posso più. Ho anche un po' di ansia per dopo. A che ora arrivi stasera? Credo verso le 9, 9 e mezza. Ti aspetto. Grazie, davvero. Ci vediamo dopo. A dopo, ciao. Мне стали невыносимы шакалы, которые своими притворными стонами удовольствия судят медиумов. Эта личность больше не в моей власти. Я замираю в ожидании, неотделимым от хаоса, мешающего раскладывать неврозы по очаровательным красочным упаковочкам. Я должна стать зыбкой, как ветер, а не терзаться мучительными, плотскими, бесчувственно-обсессивными вопросами. Выпить бы за кровь и за покой. Взять бы пример с прорицателей, которые на костре отпускают жизнь без злобы,
шепча: «Я огонь, я любовь, я зеркало, друг». Плоть вновь сливается с металлом, а затем сшивается до совершенства. Даже пришельцы не заметили бы разницы. Она действует, она не бесплодна, ест, пьет, курит, улыбается, наблюдает, плачет, слушает, страдает, может даже испытывать удовольствие. Главное, чтобы сработало. Leggi il mio destino sì fra queste carte. Non ho più paura di vederti, non ho più il coraggio di toccarti. Fiori che fioriscono da un'altra parte. Leggi il mio destino sì fra queste carte. Ma io non ho più paura di vederti, non ho più il coraggio di toccarti. Dopo un paio d'ore che mi faccio i fatti miei, chiamano il tuo nome, mi chiedono tu dove sei, dico che tu non esisti, anche se insisti, suono un paio di strumenti e tu sparisci.